Глава 9. Фуя заметил прячущуюся среди толпы Сиаин и хмуро спросил. А что здесь делает женщина? Его тон не был грубым, но и ничего хорошего не сулил, поэтому Сиаин лишь опустила голову, услышав его. Сэлянь ответил за нее. Она боялась, что произойдет неладное, и потому пришла взглянуть. Фуя поинтересовался у остальных. Она поднялась вместе с вами. Люди в толпе замялись, но затем все же начали говорить. Не помню, не могу точно сказать. Стойте, когда мы поднимались, ее с нами, кажется, не было, во всяком случае, я ее не видел, и я не видел. Сиаин поспешила оправдаться. Все потому, что я прокралась незаметно. Сяо Пэн тут же перебил ее. А с какой стати ты решила прокрасться следом за нами? Ты ведь всегда была трусихой. Может, ты и есть злой дух новобрачного. Едва он это произнес, как пространство вокруг Сиаин мгновенно опустело, а она суматошно замахала руками и закричала. «Нет-нет, я Сиаин, я настоящая». Затем девушка обратилась к Сэлиню. «Молодой господин, мы ведь только что с вами встречались. Я помогала вам нанести румяна, нарядиться и сделать прическу Сэлянь». В один момент толпа перевела на него взгляды, кто-то начал перешептываться, и принц краем уха услышал. Какие-то странные увлечения, трудно поверить и тому подобные обрывки фраз. Откашлявшись, он ответил, это все ради общего дела. Ради дела. Нань Фэн, Фуя, Сэлянь развернулся и только сейчас осознал, что Нань Фэн и Фуя все это время как-то странно на него смотрели и, к тому же, совершенно осознанно держались от принца на некотором расстоянии. Сэлянь почувствовал, как от их взгляда по телу пробежали мурашки. Он обратился к юношам. «Вы хотите мне что-то сказать?» Конечно, Сэлянь и представить не мог, что кисти для макияжа в руках девушки стали настоящим инструментом искусного мастера. Превратив длинные брови принца в изящные линии, покрыв лицо яшмовым порошком, капля румян же сделала его губы пурпурно-алыми. И если бы Сэлянь не открыл рот и не заговорил, то его невозможно было бы отличить от грациозной и нежной красавицы. Даже двое спутников принца, едва взглянув на него, ощутили, как сердце пропустило удар, они не могли поверить своим глазам, в душе их закрались сомнения, и от неловкости юноши не знали, куда девать глаза. Лицо, несомненно, оставалось неизменным, но сейчас они совершенно не понимали, с кем говорят. Фуя толкнул Нань Фэна. «Ты хотел что-то сказать?» Нань Фэн немедленно замотал головой и ответил, «Я ничего такого не хотел». Сэлянь поторопил, «Ну же, скажите что-нибудь». В этот момент раздались голоса из толпы. «Что, это храм Мингуана, разве в этих горах был построен храм Мингуана?» «Чудеса, я ни разу не видел здесь ничего подобного». Все вокруг начали удивленно оглядываться, и Сэлянь вдруг подтвердил их слова. «Верно, это храм Мингуана». Нань Фэну его тон показался немного странным, поэтому он спросил, что это значит. Сэлянь ответил ему, «Всем известно, что северные земли принадлежат генералу Мингуану, молитвенные благовония в его честь пока не погасли, а его собственные духовные силы пока не иссякли, но тогда почему же под горой Юйцзюнь стоит только храм Наньяна? К примеру, в прошлом чиновник возносил молитвы императору Шэню, что было вполне разумно, ведь Шэню являлся первым тысячелетним богом войны и мог гордиться положением намного более высоким, нежели чем у генерала Мингуана. Естественно, молитвы более высокому чину гарантировали большую вероятность осуществления желания. Но вот у Наньяна с Мингуаном положение было абсолютно равным, и если уж на то пошло, то в честь Мингуана построили 9000 монастырей, а это на 1000 больше, чем у Наньяна. Так что совершенно не ясно, почему люди в здешних местах отказались от ближнего покровителя ради дальнего. Сэлянь продолжил размышлять вслух. Пускай даже именно этот храм Мингуана на горе Юйцзюнь не представлялось возможным отыскать, потому что в нем поселился злой дух новобрачного, но тогда разумно было бы построить новый храм Мингуана под горой, почему же вместо него возвели храм другого бога войны. Фуя, кажется, тоже начал что-то понимать, и продолжил его мысль. Наверняка этому есть иная причина. Сэлянь утвердительно кивнул. Верно, скорее всего, есть иная причина, по которой люди вокруг горы Юйцзюнь перестали строить храмы Мингуана.
Кто-нибудь из вас может передать мне еще немного духовных сил? Боюсь, мне придется снова советоваться. В этот момент раздался чей-то крик. Как много невест. Услышав, что голос раздается из храма, Сэлянь резко обернулся. Он же просил их оставаться на пустыре перед храмом. Но они пропустили все мимо ушей, разбрелись кто куда и, конечно же, пробрались в храм. Наньфэн закричал. «Здесь слишком опасно, никому не разбегаться». Но тут Сяопэн подлил масла в огонь. «Соратники мои, не слушайте их, они все равно не посмеют тронуть нас, мы, вольный народ. Разве они посмеют нас убить? Давайте, все вместе, поднимайтесь, ну же». Он все-таки догадался, что эти трое не станут по-настоящему хватать их и переламывать через колено, и потому беззастенчиво взбунтовался. Послышался хруст пальцев Наньфэна, очевидно, он едва сдерживал ругательство. Вот только, будучи придворным духом из дворца Наньяна, он действительно не мог самовольно ломать кости простым смертным. Сяопэн вновь мерзко ухмыльнулся и произнес. «Не думайте, что от меня укрылись ваши планы. Вы ведь хотите, чтобы мы оставались на месте, и тогда все заслуги и награды достанутся вам». Поддавшись на его подстрекательство, половина отряда действительно вскочила с места и во главе с Сяопэном бросилась в сторону храма. Фуя недовольно взмахнул рукавом и с безразличием в голосе сказал. «Ну и пес с ними. Смутьяны». Он уже ненавидел этих дикарей до крайности, и ему вовсе не хотелось бегать за ними, как за малыми детьми. А в храме Мингуана тем временем раздался пронзительный крик. «Они все мертвы». Голос Сяопэна звучал так же потрясенно. «Они мертвы. Да, все мертвы. Что за чертовщина? Вот это, похоже, умерла несколько десятилетий назад, почему же ее труп все еще не сгнил?» Но очень скоро Сяопэн и на это наплевал. Умерли, и ладно, унесем тело невест вниз с горы, их родные наверняка захотят выкупить трупы за хорошие деньги. Лицо Сэляня заметно помрачнело. А вот толпе эта мысль показалась просто отличной. Кто-то горько вздохнул, кто-то зашептался, а кто-то даже обрадовался. Сэлянь приблизился к входу в храм и крикнул. «Уважаемые господа, вам, лучше все таки выйти оттуда. В этом храме много лет отсутствовало движение воздуха, трупная ци витает повсюду, если простой смертный вдохнет ее, то ему не поздоровится». Его слова звучали правдоподобно, и толпа задумалась, может, стоит к ним прислушаться. Неожиданно раздался тихий голос Сяэн. «Пожалуйста, давайте не будем расходиться, здесь слишком опасно, наверное, нам все же стоит послушаться этого молодого господина и остаться сидеть на месте, но разве станет толпа, не подчинившаяся даже Сэлиню и его спутникам, слушать какую-то девчонку?» Никто и ухом не повел. Сяэн же не отчаивалась, она неустанно повторяла свои слова, в то время как Сяопэн продолжал давать соратникам наставления. «Быстрее, нам нужно выбрать трупы посвежее, если труп уже старый, возможно, и семья этой девушки уже давно отправилась на тот свет следом за ней, так что не стоит тратить силы и тащить ее с горы». Кто-то из толпы даже похвалил его за смекалку и практичность. Услышав подобные речи, Сэлянь не знал, как стоит реагировать. Но увидев, как кто-то все же приступил к делу, принц сразу же закричал. «Не трогайте покрывало на их головах. Сейчас они выступают барьером между трупной ци и энергией Ян. Вас столь много, что энергия Ян так и клокочет. Если невесты почувствуют это, неизвестно, что тогда может случиться». Тем не менее толпа ослушалась его. Мужчины стали сдергивать покрывало с трупов, чтобы выбрать кого посвежее. Сэлянь и Наньфэн, тоже подошедшие к входу в храм, переглянулись и покачали головой. Они прекрасно понимали, что не в силах воспрепятствовать этим людям, даже избиение их до кровавых соплей и лишение их возможности двигаться, вовсе не лучшая идея, ведь тогда, произойди что-то из ряда вон выходящие, покалеченные не смогут даже сбежать. Так что здесь ничего нельзя было поделать. Неожиданно какой-то здоровяк, сдернув покрывало с невесты, воскликнул: «Мать моя, эта девушка прекрасна, как богиня с небес». Остальные тут же окружили его и загалдели. Даже замуж не вышла, и вот так померла. Как же досадно, платье немного порвалось, но среди всех это самое красивое. Девушка эта, судя по всему, умерла недавно,
Кожа на ее лице все еще сохраняла упругость, кто-то даже осмелился сказать: «Можно потрогать ее?» А Сяо Пэн воскликнул: «Отчего же нельзя?» И тут же протянул ручонки к лицу мертвой девушки. Ее кожа оказалась нестерпимо гладкой и нежной, так что ему не удалось побороть искушение снова провести по ней ладонью. Сэлянь уже не мог этого выносить и собирался, остановить непотребство, как вперед него выбежала Сяин с криком: «Перестань!» Сяо Пэн оттолкнул девушку от себя, прикрикнув: «Не вмешивайся в мужские дела». Но Сяин вновь повисла на нем и заголосила: «Вы же навлечете на всех нас гнев небес». Сяо Пэн разгневанно ответил: «Черт тебя подери, уродка, и правду говорят, что от уродов больше всего хлопот». Разразившись ругательствами, он хотел пнуть девушку, но Сэлянь схватил Сяин за шиворот и аккуратно оттащил ее назад. Никто не ожидал, что в этот момент раздастся стук-бум, и Сяо Пэн громко заорет: «Кто меня ударил?» Сэлянь обернулся и увидел, что у того с головы капает кровь, а на затылке зияет дыра, судя по всему, оставленная окровавленным камнем, который теперь валялся на земле. Сяин застыла на месте и быстро залепетала: «Простите, простите». Я от испуга нечаянно выронила, вот только никто не поверил ей, несмотря на то, что она сама во всем призналась. Поскольку направление было неверным, камень прилетел сквозь окно храма за спиной Сяо Пэна. А сейчас, когда Сяо Пэн закричал, все посмотрели туда и увидели, как снаружи за окном мелькнула чья-то тень. Сяо Пэн тут же завизжал: «Это он, это тот урод с перебинтованной рожей». Сэлянь впихнул Сяин в руки Наньфэну, в 2 шага оказался возле окна и перемахнул через него, одной рукой опершись на оконный переплет. Через миг он уже мчался в направлении леса, а следом за ним из того же окна повыпрыгивали несколько смельчаков, которые тоже желали получить награду за поимку злодея. Но, оказавшись на краю леса, Сэлянь вдруг ощутил, как в нос ударил запах крови, что показалось ему странным, сработала природная бдительность, и он резко остановился. Туда нельзя. Но, несмотря на его предостережение, никто из преследователей даже не замедлил шага, каждый из них подумал: раз ты не хочешь догнать беглеца, тем лучше, значит, награда за него достанется мне, и ворвался в лес. Толпа, собравшаяся внутри храма, тоже высыпала наружу, и, увидев, что Сэлянь остановился на окраине леса, все те, у кого не хватало достаточно смелости, чтобы присоединиться к погоне, столпились вокруг него, заняв наблюдательную позицию. Вот только не прошло и минуты, как все услышали душераздирающие крики, и в лесу показалось несколько темных силуэтов, нетвердой походкой идущих обратно, мужчины, пару мгновений назад первыми ворвавшиеся в лесную чащу, пошатываясь, словно пьяные, вышли из леса, а когда слабый свет луны попал на их тела, у всех остальных от одного взгляда душа ушла в пятки. Мужчины вошли в лес обычными людьми, а вышли из него живыми окровавленными призраками. С головы до ног они были покрыты следами крови, словно их окатило кровавым ливнем. Если бы один человек потерял столько крови, он бы непременно распрощался с жизнью, но эти люди все еще могли передвигаться, раз подошли к застывшей от страха толпе, которая тут же отшатнулась от них прочь и собралась за спиной Сэляня. Но Сэлянь поднял руку и уверенно сказал: «Успокойтесь, это не их кровь». Его слова подтвердились, когда те выходцы из леса воскликнули: «Да, эта кровь не наша, она». Даже кровь на их лицах не могла скрыть гримасу ужаса, и тогда все остальные посмотрели в сторону леса, но их взгляды встретили лишь кромешную тьму, никто не мог разглядеть, что же все-таки скрывалось в этой тьме. Тогда Сэлянь взял факел, подошел ближе к лесу и вытянул руку с горящим огнем. Сверху из темноты что-то капнуло на пламя, раздалось тихое шипение. Он взглянул на факел, потом куда-то наверх, постоял секунду, а потом замахнулся и подбросил факел в воздух. И хотя брошенный им факел находился в воздухе всего несколько секунд, в мимолетной вспышке света люди смогли разглядеть, что там было, в этом лесу. А, точнее, над ним. Длинные черные волосы, мертвенно-бледная кожа и задранная в лохмотья одежда. Военных чинов и болтающиеся в воздухе руки. Более 40 трупов мужчин были подвешены на деревьях вниз головой и покачивались, кто повыше, а кто пониже.
Неизвестно, сколько из них вытекло крови и почему она все еще не иссякла, но эти капли создавали жуткую картину, кровавый дождь в лесу подвешенных трупов. Даже самые крепкие и сильные воины из толпы перед лесом никогда в жизни не сталкивались с подобными кошмарами. Всех их объял столь невероятный страх, что они боялись пошевелиться, вокруг повисла мертвая тишина. Лишь Нань Фэн и Фу Я, увидев жуткую картину, мрачно напряглись. Спустя секунду раздался голос. Нань Фэна, лазурный демон. Фу Я согласился. Определенно, это его излюбленное развлечение. Нань Фэн предупредил Сэляня. Не подходи. Если это он, справиться с ним будет не так просто. Сэлянь, обернувшись, спросил. О ком вы говорите? Нань Фэн ответил. Один почти, непревзойденный. Сэлянь в недоумении переспросил. Что значит почти непревзойденный? Близкий к непревзойденному. Фу Я ответил. Именно. Почти непревзойденный, лазурный демон, это опасная личность, которой во дворце Линвэнь был присвоен ранг чрезвычайно близкий к непревзойденному. Ему страсть как нравится развлекаться подвешиванием людей вниз головой, этим он и заслужил свою славу. Сэлянь про себя подумал. И, зачем все эти уточнения? Если он непревзойденный, так уж непревзойденный, а нет, значит нет. По такому же принципу существуют только те, кто вознесся на небеса, и те, кто на них не вознесся, и ведь никто не говорит почти вознесся или вот-вот вознесется. Слово «почти» только вносит лишнюю путаницу. И тут принц вспомнил, как по пути сюда тот юноша в какой-то момент раскрыл над ними зонт, по которому стучали капли. Неужели незнакомец сделал это, чтобы уберечь Сэляня от кровавого дождя в лесу трупов? Подобные мысли заставили принца легонько вздохнуть. Ах! Услышав его вздох, двое спутников повернулись к Сэлиню. «Что с тобой?» Он вкратце рассказал им, как у свадебного паланкина встретился с незнакомцем и как тот отвел его сюда. Выслушав рассказ, Фу Я с недоверием спросил. «Когда мы поднимались сюда, я тоже почувствовал магическую ловушку, очень мощную и опасную. Но как же он мог вот так сломать ее, просто махнув рукой?» Сэлянь подумал про себя. Он даже рукой не махнул. Он просто небрежно наступил на нее, совершенно не обратив на это внимания. А вслух произнес. «Верно, так, может быть, он и есть тот лазурный демон, о котором вы говорите». Нань Фэн ненадолго задумался, прежде чем ответить. «Я не встречался с лазурным демоном, так что ничего не могу о нем сказать. А у этого юноши, которого ты встретил, были какие-то особые приметы?» Сэлянь сразу ответил. Серебристые бабочки. Став свидетелями жуткой сцены в лесу с подвешенными за ноги трупами, Нань Фэнь и Фу Я сохраняли спокойствие. Но, едва услышав фразу Сэляня, они мгновенно поменялись в лице. Фу Я с легким недоверием переспросил. «Что ты сказал? Серебристые бабочки. Как они выглядели?» Сэлянь догадался, что сказал что-то очень и очень важное, поэтому не раздумывал с ответом. «Мне показалось, что они созданы из серебра или из хрусталя, хотя они вовсе не походили на живых, выглядели очень красиво». Он увидел, как Нань Фэн и Фу Я обменялись взглядами, при этом их лица не выражали ничего хорошего, кажется, даже позеленели немного. Только спустя какое-то время Фу Я мрачно произнес. «Уходим, сейчас же», Сэлянь поинтересовался. «Но мы еще не разобрались с этим злым духом новобрачного, как же мы можем уйти?» Фу Я переспросил. «Не разобрались». Он повернулся и с ледяной усмешкой добавил. «Видимо, ты и правда просидел в мире людей слишком долго. Злой дух новобрачного, всего лишь свирепый, и даже если это никто иной, как лазурный демон, подвесил всех тех несчастных, как бы трудно с ним ни было справиться, все же он рангом не выше почти непревзойденного». После секундного молчания голос Фу Я внезапно стал резким. «Ты хоть знаешь, с кем ты столкнулся в лице хозяина этих серебристых бабочек?» Сэлянь честно ответил. «Не знаю». Фу Я жестко отрезал. «В таком случае, у нас нет времени на разъяснения. Все, что тебе нужно знать, он не тот, кому ты сможешь противостоять, поэтому сейчас ты должен как можно скорее вернуться в небесные чертоги и вызвать подмогу». Сэлянь возразил. «Вот ты и отправишься туда». «Ты же, Сэлянь», перебил его. Хозяин бабочек не выказывал никаких дурных намерений.
А даже если он скрыл их от меня и действительно настолько страшен, как ты говоришь, тогда, боюсь, что никто вокруг горы Юйдзюнь не сможет сбежать из его лап. Поэтому кто-то должен остаться здесь и следить за происходящим. Так что лучше тебе самому отправиться на небеса и узнать, смогут ли они прислать подмогу. Он понял, что Фуя совсем не желает оставаться здесь и сражаться со столь серьезным противником, а если так, то и заставить его невозможно. Фуя, будучи простым и прямым человеком, взмахнул рукавом, развернулся и действительно ушел один. Тогда Сэлянь повернулся к Наньфэну, чтобы поподробнее расспросить его о незнакомом юноше, но в этот момент толпа вдруг ожила, и кто-то закричал. «Схватили! Схватили!» Теперь и у Сэляня не осталось времени на другие вопросы, он обратился к толпе. Кого схватили? Из леса показалось еще два окровавленных силуэта, один из них был здоровяком, который ворвался в лес вместе с предыдущими смельчаками, но не испугался кровавого дождя и не отступил, тем самым действительно доказав, что он не робкого десятка. А другим силуэтом был юноша, которого тот держал мертвой хваткой и тащил за собой по земле. Лицо юноши было замотано съехавшими бинтами. Сэлянь вспомнил, как ранее слуга в чайной, где они встретились с этими людьми, рассказывал ему. Поговаривают, что злой дух новобрачного – это уродец с забинтованным лицом, из-за его чрезмерного уродства не найдется женщины, что полюбила бы его, поэтому он не может вынести чужого счастья. Тогда принц подумал, что это, должно быть, всего лишь слухи, но, вопреки его ожиданиям, оказалось, что такой человек действительно существует. Тем не менее, его существование не являлось доказательством того, что он и есть злой дух новобрачного. И как только Сэлянь собрался получше рассмотреть юношу с бинтами на лице, к нему ринулась Сяин с криками. «Вы не того схватили. Это не злой дух. Это не он», — Ся Пэн возразил. «Его поймали прямо на месте. Преступление, а ты говоришь, что это не он». Он вдруг запнулся, словно его внезапно осенило, и затараторил. «Ага, а я все думаю, что это она так странно себя ведет. Все заладило нет, да нет, оказывается, она сговорилась со злым духом новобрачного». Сяин испуганно замахала руками и пролепетала. «Нет, нет, это не я, и не он. Он ничего такого не совершал, он просто обычный Ся Пэн угрожающе навис над ней. Обычный, что? Обычный уродец». Он дернул хаотично болтающиеся на лице юноши бинты, завопив. «Так давайте все, вместе посмотрим, как же все-таки выглядит этот обычный злой дух новобрачного, обожающий похищать чужих женщин». Когда Ся Пэн потянул за бинты на лице юноши, тот схватился за голову и закричал от боли, в его крике слышался ужас, надрывный и жалостливый. Сэлянь схватил Ся Пэна за руку. «Довольно». Слезы хлынули ручьями из глаз Сяин, едва она услышала крики юноши, вмешательство Сэляня подарило ей последнюю надежду. Сяин торопливо подбежала, уцепилась за рукав принца и взмолилась. «Господин молодой господин, помогите мне, помогите ему». Сэлянь взглянул на нее, и Сяин смущенно отпустила рукав, словно испугавшись, что он обвинит ее в излишней навязчивости и откажется помогать. Сэлянь же произнес: «Не волнуйся». Потом посмотрел на парня, голова которого была замотана окровавленными бинтами, и заметил, что тот глядит на него сквозь ослабившиеся лоскуты глазами, полными кровавых прожилок. Но это был лишь секундный взгляд украдкой, юноша незамедлительно опустил глаза и поспешно намотал бинты обратно. И хотя лицо его не открылось полностью, лишь обнажив узкую полоску кожи, но этого хватило, чтобы навести ужас на смотрящего. Поверхность кожи словно покрывал ожог, невозможно даже представить, насколько устрашающая картина скрывалась под повязками. По толпе рядом с ними пронесся вздох ужаса, а несчастный съежился еще сильнее, как будто хотел вовсе исчезнуть. Сэлянь заметил, что девушка с юношей сжимаются в комок совершенно одинаково, словно много лет не решались выйти на солнце и показаться людям на глаза, и в душе тяжко вздохнул. Ся Пэн рядом с ним все еще настаивал на своем. «Что ты собираешься с ним делать? Не забывай, что это я схватил злого духа новобрачного». Сэлянь отпустил его руку и сказал: «Боюсь, что схватить настоящего злого духа не так-то просто.
Мои друзья с самого начала обыскали все вокруг и не обнаружили его. Этот юноша мог оказаться здесь только после нас, а настоящий злой дух наверняка все еще здесь. Сиаин набралась смелости и выпалила. Ты просто хочешь получить награду, но нельзя же вот так хватать невиновного ради денег. Сяопен, услышав ее, снова едва не полез в драку. Но терпение Сэляня лопнуло, он уже не мог выносить этого смутьяна, который так и норовил привнести хаосов. Выяснение истины. Он махнул рукой, лента Жая мгновенно вылетела вперед и с хлопком ударила Сяопена так, что он шлепнулся на землю. И терпение Наньфэна, кажется, тоже подошло к концу, он вдогонку отвесил Сяопену пинок, так что тот окончательно растянулся на земле. Человек этот словно специально мутил воду, а если он не вмешивался, толпа не знала, за кем ей следовать, и становилась крайне послушной. Вот и сейчас раздалось лишь несколько выкриков, а потом все затихло. Сэлянь подумал, ну наконец-то можно взять дело в свои руки. Он внимательно смотрел на юношу несколько секунд, затем спросил, «Это ведь ты только что бросил камень в окно?» Его голос был мягким, и юноша в бинтах, дрожащий как осиновый лист, снова украдкой взглянул на него и затем кивнул. Сиаин поспешила объяснить. Он не хотел никому навредить, он просто увидел, что Сяопен собирается меня ударить, он лишь желал мне помочь. Сэлянь вновь обратился к юноше. «Ты знаешь, откуда взялись эти трупы, подвешенные на деревьях в лесу?» Сиаин ответила вместо него. «Я не знаю, откуда они взялись, но это точно не он подвесил их». Юноша задрожал, но потом тоже быстро замотал головой. Наньфэн, который стоял рядом и смотрел на него, внезапно спросил. «Кем тебе приходится лазурный демон Цзэжун?» Услышав это имя, Сэлянь на миг застыл. А забинтованный юноша, очевидно, ничего не понял, никак не отреагировав на названное ему имя, парень не осмелился ничего ответить Наньфэну. Тогда Сиаин произнесла, он просто боится сказать. Она с таким рвением защищала этого странного юношу, что Сэлянь тепло обратился к ней. «Дева Сиаин, что же случилось с этим дитя? Расскажите нам все, что знаете». Посмотрев в глаза Сэлиню, Сиаин как будто собрала всю свою смелость в кулак, огненные всполохи озарили ее лицо, но она не стала прятаться, а начала говорить, от волнения выкручивая запястье. Он правда ничего плохого не сделал. Этот ребенок просто живет на горе Юйцзюнь, иногда голод заставляет его прибегать к подножию горы и воровать съестное. И однажды он случайно решил украсть что-нибудь из моего дома. Я поняла, что он не может разговаривать, к тому же его лицо изранено, поэтому помогла ему перевязать шрамы и стала иногда приносить поесть. Сначала Сэлянь подумал, что эти двое – влюбленная парочка, но сейчас он видел, что Сиаин относится к этому юноше с сестринской заботой, даже как старший член семьи, который должен заботиться о ребенке. Сиаин тем временем продолжала. Но потом получилось так, что люди стали считать его злым духом новобрачного, и я ничего не могла с этим поделать, лишь молилась, чтобы того, настоящего душегуба поскорее схватили. Я подумала, раз вы и ваши спутники так сильны, что решили переодеться в невесту и изловить злого духа, то вы, по крайней мере, не схватите невиновного, ведь он бы никогда не стал грабить свадебный паланкин. Но, стоило вам уйти, как я услышала, что Сяопен и его шайка тоже собрались обыскивать гору, я так беспокоилась, что решила незаметно проследить за ними. Она подошла ближе к юноше и закрыла его собой, словно все еще боясь, что кто-то может его ударить, и добавила ему в оправдание. Он правда не злой дух новобрачного, посмотрите, что с ним сделали эти несколько дикарей, разве он мог бы справиться с целым отрядом солдат, сопровождающих паланкин невесты? Сэлянь переглянулся с Наньфэном и ощутил, как у него разболелась голова. Если события действительно разворачивались именно так, как она говорит, значит ли это, что юноша вовсе не имеет к происшествию никакого отношения? На малоизвестной горе Юйцзюнь собралось слишком много странных гостей: забинтованный юноша, свирепый злой дух новобрачного, почти непревзойденный лазурный демон, и еще какой-то очень опасный хозяин серебристых бабочек, от которого даже духи небесных чертогов менялись в лице. Кто из них кто? И какая между ними связь? Сэлиню даже показалось, что его голова стала больше в несколько раз. Он задумчиво потер лоб, но решил пока не разбираться.
Сколько правды в словах Сиайн, поскольку вдруг вспомнил о вопросе, который все это время хотел ей задать. «Дева Сиайн, вы всегда жили в окрестностях горы Юйцзюнь?» Сиайн ответила, «Да, я всегда жила здесь, и я могу поклясться, что он никогда не творил здесь ничего дурного». Сэлянь покачал головой, «Нет, я хочу спросить вас кое о чем другом. Вокруг горы Юйцзюнь когда-нибудь строились другие храмы Мингуана, кроме вот этого?» Сиайн замерла от неожиданного вопроса. Кроме этого, она задумалась и ответила, «Кажется, строились». Услышав ее ответ, Сэлянь почувствовал, что отыскал какую-то очень важную нить к разгадке тайны. Он продолжил, «Но тогда почему сейчас под горой есть только храмы Наньяна, и ни одного храма Мингуана?» Сиайн почесала за ухом и ответила, «Строятся они, конечно, строились, вот только я слышала, что, кажется, каждый раз в процессе строительства ни с того, ни с сего начинался пожар. Кто-то решил, что, наверное, генерал Мингуан не желает властвовать здесь, и потому его сменили на генерала Наньяна Наньфэн». Заметив, как застыло в задумчивости лицо Сэляня, поинтересовался, «Что это с тобой?» Сэлянь же внезапно осознал, насколько все просто. Невесты, которые не могли улыбаться, внезапные пожары в строящихся храмах, единственный храм Мингуана, запечатанный в горах магической ловушкой, преисполненное величие статуя бога войны генерала Пэя, злой дух новобрачного, исчезнувший в воздухе после удара ленты Жая. Слишком просто, и все время что-то отвлекало его от истинной разгадки, мешало ему с самого начала увидеть, насколько все было просто. Он внезапно вцепился в Наньфэна. «Поделись со мной духовной силой». Наньфэн, напуганный его броском, поспешно протянул принцу раскрытую ладонь и только потом спросил, «Что случилось?» Сэлянь схватил его за руку и побежал, уже на бегу раздался его голос. «Я потом все объясню, сначала нам нужно придумать способ усмирить трупы этих 18 невест». Наньфэн перебил его, «Ты рассудком помутился, там всего 17 трупов невест, это только вместе с тобой 18. Но Сэлянь уверенно ответил, «Нет, нет, нет. Это раньше их было 17, а сейчас стало 18. Среди 18 трупов невест прячется одна фальшивая, это и есть злой дух новобрачного».